Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 34-й выпуск «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. В убежище мне осталось улучшить биткоин-ферму и последний уровень склада. Для улучшения склада необходима сумма примерно в 31 миллион рублей, и почти вся сумма у меня имеется, недостает примерно 2,5 миллионов. Сегодня выпуск будет посвящен рейдам только за дикого с конкретной целью за сегодня налутать недостающую сумму и заказать улучшение схрона. Так что квесты подождут, пожалуй. В свое время я столкнулся с такой проблемой, как фризы в Таркове. Особенно раздражали фризы в моменты перестрелок, и вообще иногда игра аж замирала секунд на 5-10. Я начал искать решение проблемы в сети и нашел его на канале Gobster Play. Помимо этого, тут же на канале нашел гору гайдов по лутанию, луту, сборкам, настройкам, нюансам игры и много другой полезной годноты, плюс стримы, на которых Игорь показывает игру на высоком уровне, при этом общаясь с аудиторией, читая весь чат. Я не знаю, как он это делает, но он умудряется это совмещать. В курсе, что многие зрители знают об этом канале и не дадут соврать. Канал хорош и стоит того, чтобы обратить на него внимание, особенно тем, у кого много вопросов по Таркову. Там вы точно найдете на них ответы. Игорю желаю успехов с каналом, ждем бомбезного контента для нас, зрителей, и от Игоря для зрителей моего канала есть ключ с доступом в Тарков. На протяжении сегодняшнего выпуска я буду показывать ключ частями, всего будет 4 части, вот вам первая часть, еще будет 3. Приятного и внимательного всем просмотра. Спасибо Игорю за подгон. Ссылка на канал Gobster Play будет в описании. Переходи, смотри, оценивай. Волт, Элимас, Антон, Нуси, White Bear, благо за щедрые бонусы. Как всегда, балуете меня рублем и добрым словом. Спасибо вам большое. Короче, Диса за дикого сегодня. Попадос вам тут всем. Залетные. Пожитки предыдущих выпусков забираем. У меня тут коллаж сварился, это для квеста. Квест «Каратель», часть 5, передаю АК-74Н, и остается только 10 ЧВК настрелять с бронежилетом Пака и шлемом зеленым. Если получится, то было бы здорово найти предметы для квестов «Красиво жить не запретишь», первая и вторая часть. А вообще собирать тут ничего страховать не надо, просто собрался и пошел. Пойдем на развязку сначала. Посмотрим, что у нас там будет на развязке по времени. Если также по 10 минут за рейд, то лучше пойдем куда-нибудь в другую степь. Типа таможни или в лес. Вот, тут появился уже стрельба какая-то. Ну, классика, выходы на МЧС и на ЖД. А я нахожусь... У меня аптека есть даже. Нормально, нормально. Я нахожусь, по-моему, под Олли, да? Да, вон разлом передо мной. Да, времени, конечно, капец оставляют на лутание. Чё тут, как тут? Кого лутать-то, куда бежать, кому звонить? Наверное, лучше идею посмотреть. О, слушай, можно же на... Да, здесь же пролом-то хороший есть. Времени совсем мало. Думать надо здесь и сейчас. Я пойду, пожалуй, тогда на ТЭЦ схожу. На ТЭЦ. Тут еще пару сумок по пути. Даже 3 сумки я знаю, где здесь по пути находятся, не доходя до ТЭЦ. Первая. Сейчас мы тут по мелочи-то насобираем. Тем более, что рюкзачок есть. Пойду выходить буду на железной дороге буду выходить. Потому что тот выход дальше, конечно, ЖД. Но зато он... Вот она, сумочка. Но зато он по пути к этому выходу мы проверим несколько тайников. И вот тут в контейнере еще сумка. Добраться бы до туда. Хорош. Маловато времени. Блин, Беркут. Надо было куда-нибудь в другую сторону мне идти. Хотя впереди еще несколько целых тайников. Если они не лутанные, то я 100% нашкребу что-нибудь. Да и в идею можно будет забуриться, я думаю. Льва глянем.
О, Ксюха есть. Ксюха спавнится всегда с полным магазином БП патронов. Не самый плохой. Так что разменяться есть шансы. Хотя у меня бронежилета нет никакого. Ну, зато зажать, спугнуть точно можно. От вайпа уже далеко ушли, поэтому предметы мелкие, эти кулеры, кабели, они когда-то стоили больших денег, сейчас это все копеек стоит. И самый ценный лут сейчас все равно остается видеокарты и прочие редкие вещи, ключ-карты там. Это, по-моему, бот. Там еще ходит, да, скорее всего. Дружим? Дружим, говорит. Ух. Пощекотал ты мне нервишки, конечно. Обычные дикие, они тут же и топориста накрыли. Хотя нет, смотри, жетон староканили, это не дикие, это не топорист, возможно, даже был. Ну ладно. Лутано. Пойдем в идею. 8 минут есть. Мне хватит времени, чтобы прошвырнуться в идею. Глянуть быстренько там точки спавна видеокарт. Там их пару штук есть. Льва, точка спавна. Нет, хотя пойду-ка я лучше через административную часть сразу. Нет, к сожалению, времени, блин, 7,5 минут. Это мне еще бежать до выхода, там, минуты 2. По сути, у меня 5 минут всего осталось. Все, настежь. Конечно, в идеале было бы найти вазу с чайником и пару львов. Ведь такое возможно. И скорее всего оно так и будет. Нет, 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 нет. А тут бах. И подряд начну находить. Все будет четко. Опа-на. Дикий. Да, это наш кореш. Кореш. Поскакал по своим делам корешовским. Ой, показалось. Эх, и тут, походу, все уже. Да, пропылесосили. Но нет. Хардишки, ну хоть что-то, блин, а то пустые эти ячейки, нафиг они мне. Не обратил внимания я на рюкзак, когда загружался. Надо было мне все-таки пойти на другую локацию. Ведь понимал, что, возможно, на развязке всего 10 минут дадут мне на жили-были, на все про все. Играю на московском сервере, кстати, и играю примерно... Начал в 9 утра по Москве. Так что есть вероятность того, что будут довольно спокойные рейды, тем более, что это дикий. Где тут была? А, вот она. Ага, нет видеокарты, счетчик есть. Ну, будем проверять в любом случае эту точку. Прошлый раз, когда я здесь был, было досадно мимо видеокарты пройти и увидеть ее только, когда монтировать начал.
3 сумочки осталось. Это первая, и внизу еще 2. Внизу еще есть несколько тайников, но я боюсь, что не успею уже тайники все просмотреть. Внизу еще 3 тайника. Хотя 2 из них почти по пути. А морфий бы я вообще в быструю ячейку поставил, если честно. О! Маломальской медициной разжился, и уже домой пора. 4 минуты. Вот. На парковке под... Блин, и на выходе там кто-то стреляет. Хо-хо-хо, спички, сахар. Я люблю. Сюда подошел, слышишь, да? Ну, прости, братишка. Хотя по карме мне бы сейчас ударило. По башке попал, видать. Пока кармы нет. Так что все нормально. Быстро устает дикарь. Так что я думаю, сейчас лутану его, и надо прям чесать на выход. У Дикого своя ветка прокачки навыков и прочие прелести. О, БП я бы забрал, я фак бы я забрал. И болты бы я забрал. Все нормально. Погнали на выход. Блин, 2 минуты успею, надеюсь. Быстро устает Дикий. Спокойно. На последней минуте выхожу, тут стрельба просто была еще, что-то самое. Думал, не ждет ли кто на выходе. Не, нормально. Вот и пошел процесс потихонечку. Все, барахлидзе я складывать оставлять себе не буду. Ну, за исключением, может быть, кулеров, которые я по-любому потом буду покупать опять. А все остальное все продам. Так, 28 484. 28 930. Ну, пойдет. Черт с ним. На куда? На лес можно сходить. Там, в принципе, чисто жратвы, даже если вынести, то будет уже благо. Если, допустим, это будет какая-нибудь база МЧС, либо коттеджи, то я легко набью рюкзак добром и долго там тусоваться в лесу не буду. Набрал хабара, пошел домой. Все, мне надо денег подзаработать. По медицине только жгут и аптечка. Кровь потечет. Будет больно. И я как раз на коттеджах спаунанулся. Да, это мост с машиной, так что... ну хорошо. Во. Теперь слышно лучше, а то как бананы в ушах. Но если тут ничего не лутано, я спокойно вообще наберу сейчас себе полный рюкзак и полную разгрузку, не напрягаясь абсолютно. Внимательно сейчас полутаем все это. Хотя можно было бы все сейчас, да, цеплять, а потом вытряхивать, что не надо мне. Выходы у меня. Ворота завода не подходят. Изба диких, бункер диких. О, да у меня выход недалеко. Бункер диких — это же вышка с этой сотовая. Жратва. Блин, надо было мне перед рейдом посмотреть на барахолке, что какая жратва стоит. Что по каким консервам брать, по питью. А, тут говорили коробочка.
Коробочки ничего. Но есть куча вон жратвы, питья. Здесь найти вообще легко. Ты уже полсумки провизии. Опа, на бинтик. В цвет, в цвет. Еще тут сарай есть. Сарай чем богат? Не то. СНБ патрон. Кордура, тряпки. И все? А вот еще ящик есть с инструментами. Ну давай, гаечки что-нибудь поинтереснее. Болты там. Ой, эти твою мать. Спасибо этому дому, пойдем к другому. С этого коттеджа начну. Потом в противоположную сторону двигаться попутно, чтобы все было. Так. Трещотки, вот они бы подошли мне. Что, где трещотки? Не такие трещотки, другие трещотки. Опа. Опа. О, вот это уже поинтересней. Но если с рейда по 500 000 выносить, то задача вполне себе выполнима. Вот это мы заберем, даже набив О, сахарок, набив спортивную сумку и разгрузку, я думаю, можно под 500 000 наковырять. Главное, подольше полутаться придется, чтобы подыскать более ценный какой-то лут. У ОБСки 30 штук, это уже деньги хорошие. Типа вот, да, из жертвы, если это будет сахар, сгуха, вот, гайки, хорошо, болтиков бы еще найти. Лампа, спираль, я не знаю, что это стоит, нет сейчас. Элит пассатижи. Ну, 1000 по 9, по 10, может, стоит. Может, и имеет смысл с собой это все таскать. А, тут тоже сарай должен, да, есть сарай. И в сарае ништяки. Ой, не то. Не так уж и много ништяков, саморезы. Понятно, понятно. Упс. А тут сумка, по-моему. Да, тут сумка. Да ну. Что-то нифига ценного. Еще одна сумочка. О! То, что надо. Порох это 1070-80. Гуд.
Я вот сейчас бегу и понимаю, что я забыл наверху там еще посмотреть в тумбочке интересное место. И там, по-моему, сумка есть. О, 2 целых, смотри. Шо выкинуть? Лампочку. Вот. Забыл там одно место еще посмотреть. Ну да ладно, черт бы с ним. Тут у нас есть тайник целый. И еще есть... Будет возможность полутать там база питания же возле бункера диких. И сам бункер диких, если там ничего никто не залутал. О, смотри, еще болты. О, М67, ну все, кайф, смотри. Сейчас мы наберем лута. Уже неплохо так. Стремимся к успеху. Идем к успеху. Бежим уже. А тут в хламе не разобрать-то. Что, мусор? А что? Нет. Так, я, по-моему, забыл... А, вот он, спящий в лодке. Пьяный рыбак. Охо, я немножко промахнулся. Надо было мне по правой стороне идти. Просто берешь, ставишь где-нибудь тут мангал, закидываешь донки, наслаждаешься природой. А не вот это вот все. Тут может топливо возле агрегата этого. Как он называется-то, забыл. Хотя это моя специальность, эти электроагрегаты дизельные. Не агрегаты, как он называется. Да, все забыл. Дикари, братюни мои. Нормально. Че у нас тут? Сейчас мы нагребем полный мешок, пацаны, это точно. Аленушку заберем, чаек заберем. Итого мне 2 ячеи надо. Вот так вот. Магаз. Ох, сейчас по луту, кто, пацаны, по свежей памяти помнит, знает, какие там сейчас цены. Ох, сейчас начнут писать. Ты чё там не взял? Ты чё это выкинул? Глупец. И будете правы. Надо было мне все-таки посмотреть, что там в этом барахолке по ценам. По жратве, по предметам вот этих бартера. По хозтоварам всяким. О, пака. Нулевая. О, мне же пака как раз по квестам нужна. Все не покупать. Дохнуть я 100% буду. Что там эта пака? Какая она там защиту дает? А мне еще и ЧВК надо убивать с нее. А у него тоже спортивная сумка. Думал, что по рюкзачку можешь у него стыбрить. Ну все, я на выходе. Вот тебе и вылазка. Все довольно тихо. Лута полно. Хотя тут кто-то, по-моему, прошвырнулся. Ну и ладно. Мне уже есть с чем выходить. Туловище он лежит.
РПС забрать. Тоже плюс ячейка одна. И плюс сколько она? 1010 стоит, наверное, с галкой. Я за десятку обычно беру примерно. 10-12 тысяч. А, тут все вычистили, парни. Похоже, что. А что неправильно лежало, все прикарманили. И причем давно. Даже не открыты ящики. Визуально. И все пустое. Может, педант какой позакрывал все за собой. Еще куртка тут. Ну, я думаю, неплохо так подколымлю сейчас. Сейчас посмотрим, что по деньгам все это получится. Быстрый довольно рейд, но неплохо так лута, я считаю. Неплохо. Не то чтобы много его, но он зато хороший, качественный, дорогой лут. Сейчас все посчитаем. 28 930 стартуем продажу. 29 544. Больше, чем 500 000 наколымел. Это при том, что я паку оставил. Биткоин сварился прям вовремя. Кто-то интересовался, куда биткоины девать. Да продавайте просто терапевту, да и все. Ничего, я не знаю, что с ним делать больше. Пойдем теперь прогуляемся, на таможку попробуем. Дикий попался очень скудный. Оружие ни о чем, без крышки. Короче, бомбич какой-то. Без рюкзака, с минимальной разгрузкой. Печально. Капец, бомжатина. Еще и вообще проход между скалами, перекресток. Да уж, там уж. Проход между скал близко здесь. Даже не знаю, есть ли смысл таскать его с собой 20 минут. Ну, я имею в виду, может быть, сдохнуть и следующего дикого подождать. Может, у того хоть рюкзак какой-нибудь будет. А то что это за дела такие? О, да здесь уже и лутано все. Дикие обычные. Не пойму, открыто что ли? Вроде нет. Ну, лутано все. Кто-то уже прошвырнулся. О, понятно, понятно. Так, короче, чисто углы сшибаем. Посмотрю, если на лэп ничего не найду. Посмотрю, тут в округе несколько тайников есть. Если ничего не найду, я просто выйду тогда с рейда. Без рюкзака я фиг его знаю. Это воевать, да вообще капец. Тут что, без медицины, без рюкзака. Еще и оружие такое. Кто-то шарится. Опа-на. Не-не-не-не-не. Хотя, подожди, можно, блин, попробовать его там бомбануть. Вот, а явно там есть что. Если вдруг это легкая добыча будет. Это дикий. Пошло оно все. Сейчас опять завязну, увязну тут, сдохну, и толку никакого от этого рейда не будет. Мне просто деньжат. Может, медицину найдем?
Да и тайников здесь 3 штуки в округе. Есть медицина немножко. Посмотрю, если в тайниках не найду никакого рюкзака или там разгрузки. Бронеразгрузки. О, глушитель. На калашек. Слушай, а можно же глушитель взять вместо пороха? Порох, что там, 8-10 стоит, а этот хоть 20-ку минимум. Да. Ага. Уже что-то. Уже, наверное, 1000. 80-100. Эти патроны. Не знаю, стоит что-нибудь, нет? Может, дорогие? О, вот это то, что доктор прописал. О, гайка. Угу. Вот тебе и небольшой рюкзачок. Все, живем, лутаем дальше. Пошли тогда на это. Здесь тайник посмотрим. Потом в проходе между скал, который посмотрим. 15 минут у меня еще есть. Я тогда пойду на перекресток на выход. А чё бы нет? Может, в общагах что-нибудь найду. Возни я там никакой не слышал. Там... Черт его знает, когда он моргает. Сейчас подойду, а там заводские лежат все. Мертвые. Бери, лутай, их не хочу. Сейчас что-нибудь наковыряем. Кто-кто, дикий точно не пропадет. Тем более на таможне, на кормилице. С таким количеством тайников, ящиков, сумок. Вообще хорошо было бы куда-нибудь на резерв сходить. Какие-нибудь плюшки компьютерные там поковырять. Но диким там сложновато лазить. Там то рейдеры, то боссы, то ЧВК всякие. Причем они туда точно не с совочком ходят. Тут в вагоне еще ящик с инструментами должен быть. Есть, красавчик. Ну, нормально с утреца. За дикого. Даже на таможне жить можно. Я уже смотрю, сколько пробежал. Если не лезть на рожон, то не душат. Не душат. Вечером тут вообще капец не пройти. По всем тропинкам. Везде пачками лазят. И диких куча целая лазит. Ничего вроде. Ходишь себе. Половина тайников вообще не тронута. Это кто-то как бежал, просто как по пути вскрывал, походу, их. И все. А, в той общаге стрельба идет. Понял. Давайте поморим, что здесь, в этой общаге. Так, без фанатизма, по-быстренькому, вжух-вжух.
какие саморезы, чё? А это мы никуда не пристроим, да? Да хрен с ним. Опачки. Кто-то по железке, походу, на второй этаж залезли сюда. Не-не-не-не, я пошел. До свидули, братуля. Что я тут не видел в боевке с вами. Ну, мало-помалу по плану уже целая разгрузка есть. Правда, не очень ценного лута. Половина мусор. О, забрала, заберем. Вот. Так, глядишь, пару сотен тысяч накопим. В разгрузке в одной. Так, если я на перекресток, может быть, через ВСРФ. А стопы, тут еще палатка же есть, там ящик. Прям все, что знаю, все точки, где хоть что-то можно найти. Все точки буду смотреть. С трехэтажек, которые стреляли, они в двушку пошли. Здесь можно их не ждать. Все, красный таймер. Ну ничего, ничего, я пока успеваю, пока нормально все. Еще на ВСРФ там есть куртка, сумка, ящик. Два тайника под трубой. Под трубами там. Под теплотрассой вроде. Так, это свои. Может в медцентр сходить? Да я не думаю, туда скорее всего в медцентр-то. Так, это от чего ключ? От времянки. Не надо. Этот медцентр быстренько. В первую очередь лутают. Вот тайничок, вот здесь гляну. В гараж гляну. Так, это... Который стрелял на заправке, тот же вроде автомат. На шаурме, который дикий свой был, да? Его щелкнул, значит он на выход уже поскакал. Ну и пусть идет. Видимо, у него тоже перекресток выход. То есть он выходит, а я следом. А тут кто-то был, тут уже лутанули. Вон двери открыты. Блин, или зайти все-таки? Тушенка. Не знаю, не знаю. Потеряю время или найду что-то. Главное, чтобы смарт не найти. Время-то ладно. Время-то пока еще есть. Вот это подороже будет. А, тут все настежь. Ну, естественно, тут все. Ой, подожди, это что, крышка стул? О! А, так это же от вала. Не пойдет.
сумки открыты, все, значит, внимательно тут лутали все. Ничего ценного не найду, я думаю. Да и эти, скорее всего, тайники сейчас под трубами вскрыты. Раз здесь лутано, да, и спящие лутаны. Если и спящим не побрезговали, значит, по тайникам прошвырнулись, как пить. Опа. Здорово. Дикий там куекает кому-то. Рюкзак подъехал. Так. Так. И РПС. Туда же можно. А, надеюсь, свои, да, свои. А то я что-то впился в этот труп. Во, пошел процесс, пацаны. Пацаны, нормально. Чики-брики, пальчик выкинь. Пять минут есть еще. Есть еще немного времени. А, блин, вскрыто. А этот нет. А этот не лутанный. А, ну или... Да. Посмотрели, невкусно, неинтересно и бросили все. Что еще есть? Есть еще синяя сторожка, есть еще гаражи. Ну, все не успею, конечно же, посмотреть, но есть еще впереди интересные местечки. Да если не лутано, есть вариант хороший. Что-нибудь староканить. Не так уж все и плохо, слушай. Ну, времени, правда. 20 минут всего до конца рейда. Самый лучший вариант, походу, это лес. Там хотя бы полчаса дают примерно. Беготни, конечно, там больше, но и лута там побольше. За один поход в лес, да еще и просто со спортивной сумкой, наковырял больше 500 000. Так. О, еще одна зиба. В таможне в самой Тарконе. По морям. Что там у нас есть? Ящик, 2 ящика есть. Сумка есть. Сумку посмотрим. Тем более не лутано. ДВЛ. Не знаю, что-нибудь стоит, может. Капец тут темень. О! О, зеленый порох. Хорош. Вот так и хламом напихал. Опять. Полную разгрузку. Полный рюкзак. Посмотрю сейчас, что-нибудь какой-нибудь будет мешок, не будет. Может имеет смысл и правда в лес просто-напросто пойти. А то что-то, когда аппетит приходит во время еды, как начинаешь лутаться, вот это классная штука, она сейчас под 100 000 стоит. Гринбат. Нифига себе. Под конец рейда 150 000 нашел.
Просто так. Успеваю еще тут посмотреть. Понятно. Все, поехали домой. 1,5 минуты. На завод за лутом не ходят, да? Так чисто, если бам-бам, забрал, ушел. Куда пойти туда? Я бы в лес, если честно, сходил. О, пушкенция. Во, вот этот мусор выкидываем. Нормально, смотри, что надыбал. 2 пухи. И все. Как хорошо. Не, нормально, слушай. Правда, галопом это все некогда там осмотреться, послушать. Пойдем, наверное, в лес сходим. Итак, за 20 почти минут рейда. Сейчас поглядим, сколько тут всего всякого. Неплохо получилось так подфармиться. Сейчас мы это все выгрузим, короче. Я продам это все и потом почитаем, поглядим, что получилось в итоге. Так, 29 996, 30 465. Чуть-чуть до полумиллиона не дотянуло, но это из-за того, что еще не все предметы были проданы. Надо подождать 4 минуты. Есть разгрузка дикого, но не вижу, у него рюкзак какой-то есть там или нет. По-моему, есть что-то там, какой-то рюкзачок. Пойду все-таки в лес схожу. Если что, там дикого завалю и заберу у него мешок. Ну что, поскакали, тем более у меня волына сейчас неплохая. По-моему, нет никакого у меня рюкзачка, да, чисто опять разгрузка. Хорошо, хоть пушка нормальная. Так. Магазинов гора целая. Давай-ка я пару магазов только оставлю, остальное в россыпь. Ого. Я на где? Я на деревне, да? Да, я на старом хуторе. Там стрельба была, это блок питания. Пункт питания. Пойдем тогда в коттедже. Там поморим, что интересного. Там, может, с дикого с какого-нибудь еще рюкзачок стянем. Или разгрузку побольше. О, есть клиентура. Еще один. Вот, по-моему, там у кого-то что-то там. По-моему, рюкзак у него какой-то был. У тебя чего? О, у него, смотри, Адар и еще и... А, нет, не рюкзак, это умка так выглядит. Забавно. Вот, сейчас давайте как раз... Блин, еще третий. Маска, пистила. Ну все, парни. Как маньяк себя чувствую. Конечная, братишка. Пошел ты. О, у него МК-3, оказывается. Но если живым выберусь отсюда, то... будет замечательно. Сейчас мы тут все проверим. И про второй этаж не забудем. И 3 коттеджа мы замутим. А-та-да-ти-да-ти-да-тай-да. А-ре-та-ти-да-ти-да-та-да-тай. Шо поныкались-то? Идти вашу мать. А чё, старый больной вас искать буду, что ли? Да это пофиг. Буду своим делом заниматься грязным.
Ну, чтобы в окно меня не... О, пошел процессик. Вот это тоже заберем. Нормально, базу. БСчки. Еще БСчки. 60 БС патронов. БС это хороший патрон для продажи. Ну и для стрельбы, конечно. Вот это я понимаю. Так. Вот, сюда я забыл заглянуть. Тут в тумбе иногда золотая цепочка, еще что-нибудь интересное может спавнануться. Мог пропустить до Бридзе. Че, почем, кто на чем? Вон он сидит. Ты что, не обиделся? Нет, обиделся. А, это с Адаром, который был. И с Умкой, да? Умка у него, точно. Что у тебя? Ну вот, с Адарчиком на 8. Ну и пофиг. Где-то, короче, еще один, так что булки не расслабляем. Где-то еще один торчит. Может, у него все-таки будет рюкзачок, хоть херовенький какой-нибудь. Еще пушка. О, АКС-74. У меня на него ни патронов, ничего, ни магазинов. А патроны есть БС? Патрошки есть только для себя. Все, отъехал. О, во, я же говорю, есть рюкзачок. Вот так вот. И все. И все, последний остался коттедж. Неосмотренный. Разгребаем и валим отсюда. Те дикие, которые здесь обитали, они агрятся на меня. А сейчас я убегу, допустим, куда-нибудь к скалам или, допустим, к бункеру диких, где сотовая вышка. Они были далеко, они, возможно, даже выстрелы не слышали. Да невозможно, а они слышали выстрелы они. Так что они ко мне будут лояльны. Не будут агрессивны по отношению ко мне. А тут, смотри, открыты двери. Тут кто-то лазил. А это был не я. Может, дикие просто? А могут они заходить, нет? О! Слышь? Это сколько? 1250, 300? Фильтр домой понесем. Я-то фильтры покупаю. Но я сегодня не покупал, смысл мне его покупать, потому что я за дикого играю. На дикого-то бонусы эти все не распространяются. Чисто для ЧВК плюшки. Во! А я еще тут хату, по-моему, не смотрел. Хотя тут тоже открыты двери. Или они всегда открыты? Классика. Хавка. О, сгуха. Сумки. Квас.
Тут еще одно есть интересное место для этого. Аптечку я заберу, у меня же аптеки нема. Есть еще одно чуть подальше здесь место для лутания, но там... Мне туда не в тему идти. Мне надо ближе к выходу двигаться. А не отдаляться от него. Тем более, что у меня уже практически полно добра. Я бы еще, знаете, куда сходил? В сторону... Опа. Дикий. Все, приехал. Я бы еще сходил на скалу, где снайпер сидит. Потому что на этой скале есть такой, этот, как бункер, короче, спуск в бункер. Он, правда, не рабочий. Пока, по крайней мере. Не знаю, будет работать или нет. Но факт в том, что в этом бункере есть точка спауна этих статуэток. Так что? Пойдем за своим львом туда. А, тут я проверял уже. Ну и отлично. Пойдем на снайперскую скалу тогда. Проведаем снайпера нашего. Тут пока доберешься до этого бункера, еще больше тут насобираешь. Хотя, о, БТ, ВС. Вот тебе и патронов нет на калаш, да? Спираль. Прошлую тысяч за 11, за 12 где-то продал. Не знаю, чего она так подскочила в цене. Копейки стоила. Хорошо, болтики. Давай еще болтики. Нам нужно больше болтиков. Релешка. А снайпера не видно. Оп. Цукер. Дешевая херь. О, цепочка золотая. Ха! Ну что мы тебя променяем? На слепу? Вот так вот. Теперь непосредственно в бункер. Так, стоп. Вот здесь, по-моему. А вот оно, дерево. Здравствуйте. А, цепочка только. Ну, тоже хорошо. Хоп. И норма. Ну все, теперь можно и домой педалить. А дом диких? На доме диких или на лодке попробую. Где там у меня выход-то был? В сторону КПП смещусь. А, там же тайник, кстати, есть возле валуна-то большого. И все это по пути. Сказка.
Опа-на. Еще БС. 120 БС патронов. Но это же все, это успех. Это богатый пацан. А еще есть одно место, которое мне покоя не даст, если я его не проверю. Тут есть лагерь юсеков. Ну, близко, близко совсем. Блин, хотя набрал полный мешок. Иди на выход. Ну ладно, посмотрим. Там возле этих двух машин есть матрасы, и за матрасами частенько спавнятся статуэтки. Может быть, там я найду своего льва. То есть там пару оружейных ящиков, там есть что посмотреть. Так-то некоторые предметы, которые у меня в рюкзаке, это такое себе. Я бы их спокойно променял бы на что-нибудь более интересное, более ценное, которое найти не так сложно. Так что нам теряться? Сейчас посмотрим потихоньку. Это что за хрень? Надеюсь, послышалось. Не стреляйте, дяденька. Не надо. Я мирный. Коттеджи вырезал, да? Я мирный. Вот тебе. Интересности. БТ. Ай, конь сегодня здесь стоит. Льва нет. Печально. Надежда найти льва или другой антиквар. Антиквариат. Не умирает. Надежда умирает последней. Две ячейки освобожу. О, все. Красный таймер. Еще тут в машине может М-ка где-то заспавнится. Не помню в какой, правда. О, да ладно, здрасте. Вот, про эту М-ку я говорил. Вот и еще местечко освободится. Забираться. Ну давай. Опа. Ну все, это однозначно успех, пацаны. Почти полон. Куда я там скинул? Магазинчик. А чё я? Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Во. Все, мне до выхода хватит. Пошел я домой. Главное на минное поле не выскочить. Так, где-то еще под лэп, по-моему, был тайник. Как раз под лэп, на который я сейчас бегу. Это что такое было? Тайник? А, нет, это корень был. Деревья пустышки, корни пустышки. Здесь, по-моему, тайник. Эй! Нет, нет! Какой хладнокровный, твою мать! Фадей черный. Ну чё, брателло, приятного аппетита. Там пожрать тебе и обляпаться. Красавчик. Просто встал, просто прицелился и просто выстрелил мне в грудь. Ну так вот, без бронежилета. Боец невидимого фронта.
Ветер дунет, улетишь. Дикари притащили что-то там в ящике диких. И я больших надежд не возлагаю. Так, чисто показать. Такое себе, да. И идите еще раз. Вот и все. Для того, чтобы апгрейд сейчас запустить, мне нужно будет не только евро купить, но еще и нужно будет некоторые предметы там докупить. Там поменяли опять условия. Добавились еще и трещотки, добавились еще и шустры лапенно-монтажные. Болты и гайки у меня уже накопились как-то самим по себе образом. Поэтому я быстренько схожу на развязку. Знаю, что там всего 10 минут дается. Но я думаю, что мне этого за глаза вообще хватит. Побегу сразу в сторону выхода на ЖД и попутно все тайники попробую пролутать. Этого бабла мне должно хватить. Мне нужно примерно 1150-200, может быть. 11 минут. Ну, нормально, чё. Никакой медицины, бинтик только есть. Вок, блин, по-хорошему, смотри, как вообще еще и даже пака есть. Иди в лес, да? Рюкзак же есть. Это что, мою тушенку жрешь, что ли? Это моя тушенка. Ща я тебя. Упс. Промазал в упор. Лучший, лучший. Там какой-то прицел странный, очко какое-то смотровое. Так. Диса заряжен. Что тут у нас будет? У нас будет тут только на шоссе. Я тогда туда выскочу. Есть один тайник на шоссе. Ящик есть. Дикие на меня не будут агрить. А, тут еще спящий есть же. Дикие на меня там агриться не будут. Это как пить-дать далековато слишком. Ну все, уже красный таймер. Что тут лутать? В центр бежать. Дикому жизни на развязке больше нет. Дикому тут не позавидуешь на развязке. Хотя есть хорошие шансы найти, например, видеокарту, да? Сейчас их столько, тут оказывается точек спауна этих видеокарт всяких. С ума сойти. Ну и не один ты, конечно, такой умный. Пацаны все эти точки, конечно же, смотрят. Это дикий, надеюсь, лазит. А дикий вроде. Такое время ЧВК, хотя время как раз идти домой. Это ник закрыт. Это хороший знак. Значит, есть вероятность того, что и остальные тайники не будут вскрыты, да? Как раз которые по пути у нас. Да нет, это обычные боты. Первый и второй. Да? Да, говорит. Ну не агрятся, нормально. Вообще эта точка, по-моему, называется лагерь диких. На шоссе. Здесь можно выходить с ЧВК. Мы с корешем играли как-то за ЧВК. И внутри в ультра я погиб. Он живой остался. И я в этот же рейд, посчастливилось, я в этот же рейд попал за дикого. Запустился за дикого и попал в этот же самый рейд. И мы с ним вышли здесь из рейда. В лагере диких. И за это в авторитете были у скупщика. Уже точно не помню, что он там накидал, но вот так, по мелочи, ничего серьезного. Но было интересно попасть в тот же рейд. Себя самого же раздел такой. Своего же ЧВК. И диким все домой отнес. Момент истины. Вынесу я благо или нет? Да, тайники не лутаны. Хорошо. Поехали тогда. Уху, FMJ. Это уже успех.
А, где-то тут бочка зарыта, и я постоянно путаю, где она тут зарыта. Это здесь должно... А, вот она. О, нашел. Ну давай, пожалуйста. Ну что-нибудь поинтересней-то. Ой. Это жратва. Как я буду схрон расширять за эту жратву? Ну ничего, еще 3 тайника у нас. Тысяч на 100 что-нибудь. Давай лута какого-нибудь. Лютого. 1100 уже имеем. Что жаловаться, мана небесная. Иной раз ходил, вообще все эти тайники были вскрыты. Теперь где-то в кустах должен быть. Купить забываешь, не побегал, не походил, не освежил память. Когда я последний раз-то бегал? Я из-за дикого и бегал, по-моему, последний раз, да, по этим тайникам. И все, забыл. Месяцок-другой, и уже все. Выветрилась информация. Вот он, тайник. Тряпки, что ли? О, не, лупас, GP. Все, кайф, живем, пацаны. Я думаю, мне баблишка уже хватит. Еще и в идею сейчас все скидаем. Красота. Красота. Как просил, 1100. Еще один тайничок. Понял. Бывает. Ну все, домой, на выход. 4,5 минуты осталось примерно. Раз куда-то бежать уже лутаться, поздняки метаться. Единственное, тут под навесом можно из хоз что-нибудь, не из хоз, а из инструментов найти. Кто его знает, может трещотка там лежит, и мне не придется покупать ее. Сколько она сейчас стоит? 1060, 80. Трещотка есть? Нет. Успех. Это успех. Опачки. Однозначно. Итак, за 7 минут наковырял лута 1000, ну я думаю на 330 миллионов, 471 тысяча. 30 700. Есть деньги для апгрейда. Если что, да продадим по мелочи кое-что. Он еще лот какой-то да продается там. Надеюсь, короче, сейчас вот этот бардак... А, ну хотя я сейчас закажу, он же будет там еще париться сколько-то, да, вариться времени. Итак, чтобы апгрейдить склад, мне нужно 200 тысяч евро. Болты гайки есть. Да, шустрила монтажная пена 5 штук необходимо докупить. 2 трещотки. 72 тонны. Есть. Значит, 199 600. 29 по... О, даже 30 миллионов не вышло. Еще полляма осталось. Нажили были. Ха! Живем. 96 часов и максимальный склад будет. Вот это я понимаю. Вот это поработал Дикий сегодня. Все, осталось только биткоин-ферму мне теперь в порядок, ну как в порядок привести, ее апгрейдить. В первую очередь буду, конечно, видеокартами заполнять, а потом уже буду новый уровень открывать. Ну, буду так, накопился миллион, купил видеокарту, коплю дальше. Накопился миллион, купил видеокарту. Я так обычно делал. Как-то так. Тем более биткоины будут вариться, и она сама себя будет обеспечивать частично. Вообще здорово, что получилось умереть только в одном рейде, потому что это бы затянулось на черт его знает сколько времени. А так сходил за дикого, набил мешок, пришел, набил мешок, пришел, и все, и есть деньги уже на апгрейд. Если такая тема вам зайдет, еще через несколько выпусков сделаем такие же забеги за дикого, для того, чтобы биткоин-ферму себе немножко подкачать. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, было интересно понаблюдать за диким. Хороших рейдов. Получайте удовольствие от игры и просмотров. Всем удачи. Увидимся, услышимся в следующем выпуске. До свидания.